Всем привет, я Наталья, а это мой канал о вязании. Сегодня покажу вам, как связать очень простую подвесную корзинку. Вязать корзинку я буду джутовой ниточкой халва, размер L, толщина нити 3 мм, длина нити в таком моточке 100 метров, вес 220 грамм. Также для вязания мне понадобится крючок номер 6 и маркер. Начнем вязать. Для того, чтобы связать корзинку, формируем скользящую петлю. Кладем короткий хвостик нити на ладонь, оборачиваем нить вокруг пальцев, делаем вот такую петлю. Заводим крючок под нижнюю нить, подхватываем верхнюю, вытягиваем, подхватываем рабочую нить и провязываем петлю. Дальше в кольцо нам нужно связать 6 столбиков без накида. Вяжем сюда первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и шестой столбик. Проверяем себя, считаем косички столбиков. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая косичка. 6 столбиков всего. Берем за короткий хвостик нити и затягиваем кольцо. Корзинку будем вязать по спирали, без петель подъема на другой ряд. Каждую первую петлю в ряду будем обозначать маркером. Корзинка вяжется столбиками без накида. Столбики, каждый столбик в этой корзинке мы будем провязывать за заднюю стенку петли и в перемычку, которая находится на изнаночной стороне петли. Вот косичка столбика, вот ее передняя стенка, вот задняя стенка. И на изнаночной стороне за каждым столбиком находятся вот такие перемычки. Крючок будем заводить вот таким образом. За заднюю стенку петли и сразу в перемычку за столбиком. Начинаем вязать следующий ряд. В этом ряду мы вяжем в каждую петлю по 2 столбика без накида. Всего в ряду должно получиться 12 столбиков. Вяжем в первую петлю 2 столбика. Первый отмечаем маркером и сюда же второй. В следующую петлю вяжем 2 столбика за заднюю стенку и в перемычку на изнаночной стороне. Первый столбик и второй столбик. В следующую петлю 2 столбика. Первый и второй. В следующую петлю также 2 столбика. Первый и второй. В следующую петлю 2 столбика. Первый и второй. И в последнюю шестую петлю тоже 2 столбика. Первый и второй. Всего в ряду 12 столбиков без накида. Начинаем вязать следующий ряд. В следующем ряду чередуем прибавку и одиночный столбик. В первую петлю вяжем 2 столбика,
во вторую петлю 1 столбик. Первый столбик, в эту же петлю второй столбик, в следующую петлю 1 столбик. И дальше повторяем до конца ряда. Нужно повторить еще 5 раз то, что мы только что связали. В одну петлю 2 столбика, в следующую петлю 1 столбик. Всего в ряду должно получиться 18 столбиков без накида. Связали и начинаем вязать следующий ряд. В следующем ряду свяжем в первую петлю 1 столбик, во вторую петлю 1 столбик, в третью петлю 2 столбика. И дальше так повторим еще 5 раз. В первую петлю вяжем 1 столбик, во вторую петлю вяжем 1 столбик, в третью петлю 2 столбика. И повторяем так еще 5 раз. Всего в ряду должно получиться 24 столбика. И начинаем вязать следующий ряд. В следующем ряду в первую петлю свяжем 2 столбика, во вторую 1, в третью 1, в четвертую 1. И повторим так еще 5 раз. Вяжем в первую петлю 2 столбика. Первый и второй. Во вторую петлю вяжем 1 столбик, в третью петлю вяжем 1 столбик и в четвертую петлю вяжем 1 столбик. И повторяем так до конца ряда. Всего в ряду должно получиться 30 столбиков без накида. Начинаем вязать следующий ряд. В следующем ряду вяжем в первую петлю 1 столбик, во вторую петлю 1 столбик, в третью петлю 2 столбика, в четвертую петлю 1 столбик и в пятую петлю 1 столбик. И так нужно будет повторить до конца ряда. Вяжем в первую петлю 1 столбик, во вторую петлю
1 столбик, в третью петлю 2 столбика, первый и второй. В четвертую петлю вяжем 1 столбик и в пятую петлю 1 столбик. Повторяем так до конца ряда. Всего в ряду должно получиться 36 столбиков. Начинаем вязать следующий ряд. В следующем ряду в первую петлю сделаем прибавку 2 столбика, свяжем. В следующие 5 петель по 1 столбику. И так повторим до конца ряда. Вяжем в первую петлю 2 столбика. Первый. И сюда же второй. В следующие 5 петель по 1 столбику. Первый столбик. В следующую петлю второй столбик. В следующую петлю третий столбик. В следующую петлю четвертый столбик. И в следующую петлю пятый столбик. И продолжаем так вязать до конца ряда. Всего должно получиться 42 столбика без накида. Начинаем вязать следующий ряд. В следующем ряду в первые 3 петли свяжем по 1 столбику. В четвертую петлю свяжем 2 столбика. И дальше в следующие 3 петли свяжем по 1 столбику. И продолжим так вязать до конца ряда. В первую петлю вяжем 1 столбик. Во вторую петлю 1 столбик. В третью петлю 1 столбик. В четвертую петлю вяжем 2 столбика. Первый и второй. В следующие 3 петли по 1 столбику. Один столбик, один столбик и 1 столбик. И продолжаем так вязать до конца ряда. Всего в ряду должно получиться 48 столбиков без накида. И мы закончили вязать донышко для корзинки. При моей плотности вязания диаметр донышка получается 15 сантиметров. Переходим к вязанию стенок для корзинки. Маркер так и продолжаем вешать на каждую первую петлю в ряду. Столбики без накида провязываются точно так же, как мы вязали донышко, за заднюю стенку петли и в перемычку, которая находится на изнаночной стороне за петелькой. Всего у нас 48 столбиков без накида. Вяжем первый столбик, отмечаем маркером
И дальше по всему ряду вяжем по одному столбику без накида в каждую петлю. Всего в ряду 48 столбиков. Вяжем ряд до конца по одному столбику в каждую петельку. Всего 48. Довязали ряд до конца. И дальше все последующие ряды стенок корзины вяжутся точно так же. В каждую петлю по одному столбику без накида. Столбики провязываются за заднюю стенку петли и сразу в перемычку на изнаночной стороне. В каждом ряду 48 столбиков без накида. Нам нужно связать стенки корзины на высоту 10 сантиметров. Вяжем ряд за рядом по кругу без петель подъема на другой ряд 10 сантиметров стеночек корзины. Связали 10 сантиметров стенок. При моей плотности вязания получается 12 рядов. И продолжаем вязать дальше. Набираем 18 воздушных петель. Первую петлю отмечаем маркером. Набрали 18 воздушных петель, пропускаем 6 петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. И в седьмую петлю, так же как и вязали всю корзинку, за заднюю стенку и в перемычку заводим крючок и вяжем столбик без накида. Связали и дальше в каждую петлю вяжем по одному столбику без накида. Вяжем так до маркера. Тем же самым узором, которым вязали всю корзинку. Довязали до маркера. И дальше, начиная с петли, которая была под маркером, в каждую воздушную петлю вяжем полустолбики. Первый полустолбик отмечаем маркером. Дальше в каждую воздушную петлю по одному полустолбику.
связали. И дальше мы снова вяжем столбики без накида тем же узором, которым вязали всю корзинку. В каждую петлю по одному. Крючок заводим за заднюю стенку петли и в перемычку на изнаночной стороне. Вяжем так по всему ряду до маркера. Довязали ряд до конца и осталось связать последний ряд. Петли вот этой ручки вяжем полустолбиками. Крючок заводим за заднюю стенку петли. В каждую петлю ручки по одному полустолбику. Дальше вяжем столбики без накида тем же узором, которым вязали всю корзинку. За заднюю стенку петли и в перемычку на изнаночной стороне. И провязываем столбик без накида. Так вяжем до маркера. Заканчиваем вязать последний ряд. Оставляем недовязанной одну петлю перед маркером. Обрезаем ниточку. Вытягиваем нить через петли. И с помощью иголки сделаем соединение ряда. В петлю, которая была под маркером, заводим иглу. Дальше находим последнюю провязанную петлю и в ее центр заводим иголку и на изнаночную сторону. Завершили вот таким образом вязание, и хвостик нити необходимо спрятать под петли с изнаночной стороны. Спрятали и обрезаем нить. Делаем отворот на корзинке. Сделали отворот, и подвесная корзинка готова. Вот так она выглядит. Спасибо, что вязали сегодня вместе со мной, и до новых встреч в новых видео.